Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. В этом видео я бы хотел поговорить про одиночество как неизбежное следствие интеллектуализма. Вообще, к размышлению над этим вопросом меня побудил тот факт отсутствия на моем канале определенного движения, которое я мог бы назвать востребованностью моих материалов со стороны аудитории. Собственно, я являюсь таким же носителем такого же организма, как и любой другой человек, с такими же гормонами, побуждающими к тому или иному действию. И у меня включаются те же самые гормоны, когда, например, на мой канал подписывается еще один человек или одно видео набирает 1000 просмотров. В последнее время я радуюсь даже сотне просмотров. И у кого-то гормоны включаются от 1 миллиона просмотров своего видео и очередной 1000 подписчиков. И, наверное, было бы нелепо с моей стороны претендовать на то, чтобы иметь 1 миллион подписчиков, потому что встает вопрос, что это за миллион и из кого он состоит. То есть это должен быть миллион как минимум, который бы понимал, о чем я говорю. То есть та ценность, которую я вкладываю в свои тексты, она противоречит ценности массовой, потому что потенциальные и непосредственно участники толпы идут всегда за ней, именно за массовой ценностью, и мне не нужен некий хайп, потому что хайп — это эффект от реакции на продукт, изготавливаемый под сиюминутные потребности масс, интерес которых сводится к обсуждению популярных новостей. И стоит случиться чему-нибудь значительному в мире, как тут же начинают появляться разношерстные блогеры, эксплуатирующие эту новость, делающие хайп на ней. При этом они будут имитировать свое позиционирование на той или иной стороне баррикад, хотя их самопозиционирование — это не более чем медийный образ для создания некоего хайпа вокруг своих видео, где тема выступает в качестве предмета спекуляции. И этих блогеров никто не знал до свершения того или иного мирового события, на котором они хайпуют. Но позиционирование себя на той или иной стороне баррикад — это единственный способ для них самоутвердиться. Я, конечно же, понимаю, что наличие относительно большой аудитории может только свидетельствовать о наличии большой аудитории. То есть большая аудитория не свидетельствует о некоем качестве информации. Когда мы говорим о некоем востребованном практическом продукте, решающем конкретную практическую задачу, то в случае его высокого качества он может быть востребован со стороны большинства. И это не может иметь никакого негативного смысла, потому что этот продукт решает практическую задачу человека. Например, это может быть YouTube-канал по ремонту автомобилей, который ведет квалифицированный автомеханик и рассказывает о том, как грамотно ремонтировать двигатель автомобиля. Либо же это может быть кулинарный блог, где дают рецепты приготовления различных блюд. То есть это все тематические каналы, имеющие конкретную практическую пользу для людей в том случае, если их ведут люди, действительно разбирающиеся в предмете, о котором они говорят. В случае с моим каналом. В случае же с моим каналом, то он для меня является средством выражения мысли по вопросам, которые лично для меня интересны, и свою позицию, по которым мне интересно высказывать. Но, наверное, глупо было бы воспринимать то, что я здесь говорю, как некую истину, которую нужно просто принять на веру. То есть я не подстраиваюсь ни под чьи потребности и вкусы, потому что я не решаю никакой конкретной практической задачи, хотя кому-то, возможно, мои видео принесли какую-либо конкретную пользу. И на самом деле одиночество, про которое я хочу поговорить в этом видео,
Это действие, направленное от себя, но без ожидания какой-либо реакции со стороны. И в этом заключается главная суть любой настоящей деятельности, которая как раз и может являться миссией жизни. Массовость и востребованность контента. Если мы говорим о каком-либо конкретном практическом контенте, помогающем решать конкретные задачи, вроде ремонта, кулинарии, изготовления различных предметов, конструкции, то этот контент нельзя назвать массовым, потому что он помогает решать конкретные практические задачи людей. Но когда речь заходит о развлекательном контенте, любое деление его на категории рассыпается, потому что он выполняет именно развлекательную функцию, не связанную ни с каким конкретным предметом. Либо же, если какой-либо тематический канал начинает вещать некую политическую повестку, то он переходит из разряда тематических в категорию рассчитанную на массы, потому что у него меняется первоначальная цель и потому что намерение формировать то или иное общественное мнение рассчитано именно на массы. Поскольку развлекательный контент изначально рассчитан на массы, но в него уже встроено, пусть и потенциальное, но свойство транслировать ту или иную политическую повестку, поскольку обыватель верит в форму подачи информации и считает, что ее форма — это и есть ее главное намерение, но он не замечает, как его отношение к тому или иному общественному процессу меняется именно в процессе восприятия этой информации, потому что он посредством ее восприятия отдыхает от насущных проблем. Массовость не является мерилом качества. Например, развлекательные YouTube-каналы и программы на телевидении — это продукт, изначально рассчитанный на массового потребителя, потому что они легко воспринимаются, и люди их изначально смотрят с целью развлечения. Там не нужно думать, потому что обыватель не утруждает себя подобными действиями. Те же самые так называемые психологические каналы — это такая разновидность современного способа развлечений, когда ты слушаешь некого психолога с умным видом, рассказывающего о том, что причина твоих бед кроется в твоем половом влечении к твоим родителям. Но на самом деле развлекательное свойство такой информации — это ее наиболее безобидное свойство, потому что так называемые психологи, пользуясь образом научности, могут давать вредную для человека информацию, а он в силу своей легковерности может воспринимать ее как некую истину. Также, пользуясь массовостью аудитории своих каналов, психологи могут становиться орудием политической пропаганды. И даже не могут, а это является их неизбежной функцией, потому что в психологии отсутствует исследуемый предмет. То есть массовость возникает там, где есть простота восприятия, способствующая созданию инерции масс. Результат, ставший следствием массовости, не может быть целью интеллектуализма. Результат, ставший следствием массовости, не может быть целью интеллектуализма, потому что интеллектуализм не идет на компромисс с нормами, которые большинство воспринимает как нечто естественное. Интеллектуализм препарирует общественные явления, отделяя намерения, стоящие за генерацией идеологического тезиса, и тем, что формально выдается за ее сущность генераторами же этого тезиса. Интеллектуализм, например, не делит человеческие мотивы, допустим, на хороший повод следовать религии и плохой повод следовать религии, потому что религию
религию, в принципе, глупо рассматривать вне центральной мысли о том, что она является идеологическим инструментом государства. То есть интеллектуализм не занимает некую позицию по отношению к той или иной стороне идеологических баррикад. Интеллектуализм исследует саму природу того или иного общественного явления. Например, если я говорю о психологии у себя на канале, то это не означает, что мне есть какое-либо дело до нее как таковой, потому что я ее привожу в качестве примера, разъясняющего мою центральную мысль об обществе потребления. Интеллектуализм всегда вне идеологии. Интеллектуализм всегда вне идеологии, но не потому, что это является его целью, а потому, что он вскрывает суть общественного явления. Это не означает его обособленность. Человек не приобщается к интеллектуализму, он сам становится его источником. То есть человек, который стал источником интеллектуализма, не подстраивается ни под чьи вкусы, потому что он машинально руководствуется интеллектуальной честностью перед самим собой. Поэтому он не создает некий готовый продукт под потребности большинства ради получения, допустим, той же самой материальной выгоды, поскольку большинство живет добровольным самообманом, и интеллектуальный контент никогда не будет востребован с его стороны. Большинству всегда нужны авторитеты, которые будут создавать для него идеалы, которыми это большинство будет оперировать в своем обыденном мышлении. Поэтому всегда находится меньшинство, которое не преминет воспользоваться этим. И государственно-маркетологическо-религиозные деятели — это те деятели, которые пользуются как раз-таки легковерностью большинства. И в глазах большинства они предстают в качестве некой интеллектуальной элиты уже только на один авторитет, который можно списать все, что устраивает или не устраивает их. Любое несогласие большинства — это не более чем все то же самое согласие, потому что ссылка на авторитетность генераторов идеологии — это единственное, чем оперирует в своем мышлении большинство. Массовый информационный продукт всегда создается под потребность. Массовый информационный продукт всегда создается под потребность. На примере той же самой психологии, как массового информационного продукта, видно, что она создается под потребность человека оперировать фантазийными категориями в представлении о действительности. То есть ее продукт не является следствием экспертности выпускающего его, а этот продукт создается под степень ограниченности того, кто ее воспринимает как нечто серьезное. То есть массовый информационный продукт создается для удовлетворения потребности в определенном видении обывателя, которое не является следствием реалистичного рассмотрения какого-либо общественного явления им. И большинство живет базовыми потребностями в том смысле, что его представления об общественной действительности ограничены этими потребностями, точнее, ограничены удовлетворением этих потребностей, поэтому оно живет в состоянии постоянной нужды. И политические же воззрения выполняют для него роль демонстрации своей состоятельности, которой он инстинктивно считает свое позиционирование относительно общественных процессов. То есть он, будучи тем, кто не может полностью удовлетворить свои базовые потребности и будучи дезориентированным в плане понимания причинно-следственных связей между тем, что с ним происходит, и своими взглядами, которые культивируются в нем идеологической средой посредством массовой информации, и инстинктивно принимает
позицию, которая в нем формируется посредством массовой культуры, которая выступает в роли идеологического инструмента. Это происходит потому, что его видение своей реальности не измеряется его собственными потребностями. Он думает, что для него когда-нибудь настанет светлое будущее, но эта отсрочка делается им потому, что он не понимает, что реальность существует только в настоящем моменте, а не завтра или послезавтра, и будущее реализуется тогда, когда базовые потребности удовлетворены, потому что только в этом случае мышление предваряет это будущее, так как человек имеет возможность абстрагироваться от насущных потребностей для высвобождения своих сил для мышления.